Вернемся к подаренному мне альбому чилийской фолк-прог группы Los Jaivas. Альбому Alturas de Machu Picchu, это на моем испанском, высоты Мачу-Пикчу. Сейчас я открою этот альбом, мы ознакомимся с ним детально, и я вам расскажу и о самой группе Los Jaivas, и об этом альбоме. Los Jaivas – это чилийская музыкальная группа, играющая в стиле фолк, рок, психоделический и прогрессивный рок. Группа была образована в 1963 году в Винья-дель-Мар, Чили. Они считаются одними из самых важных и влиятельных артистов всех времен Латинской Америки. Истоки Los Jaivas в семейном ядре, состоящем из братьев Эдуарда, Клаудио и Габриэля Пара, к которым присоединились их друзья, детства и одноклассники из старшей школы Гата Аль-Квинта и Марио Мутис из Винья-дель-Мар. Los Jaivas появились в чилийской музыке 15 августа 1963 года под названием The High End Bass, как прогрессивно-анд-роковая группа, смешивающая рок с южноамериканской музыкой. Назвать новую группу The High End Bass предложил Роландо Фуэнтес, друг по старшей школе основателя Клаудио Пара. В то время в Чили было популярным использование названий для музыкальных групп на английском языке. Есть несколько версий, почему группу назвали именно так. Кто-то утверждает, что название группы указывает на разницу в росте участников группы, кто-то утверждает, что название ссылается на бас-гитару, которая звучит на большой громкости по сравнению с другими инструментами группы. В первые 6 лет своего существования группа в составе Эдуарда Пара на клавишных, Клаудио Пара на аккордеоне и фортепиано, Габриэля Пара на барабанах, Гата на гитаре, вокал и Марио на басу. Вот в таком составе группа выступала на вечеринках, в общественных собраниях Винья-дель-Мар, в основном исполняя музыку в стиле тропик, ча-ча-ча, боссанова и болеро. Тем самым группа приобретала опыт и мастерство владения инструментами. Впоследствии группа осознала, что название на английском не слишком подходит для фолк-группы, поэтому они изменили его на Jaivas. Это чилийское произношение того же Jaivas, хотя написание Jaivas является неправильным написанием слова Jaivas, что означает «крабы» на испанском языке. Между 1970 и 1971 годами уже под названием Los Jaivas группа выступала с концертами, где царила полная импровизация, без подготовок, где каждый музыкальный инструмент создавал свою собственную атмосферу, в том числе с помощью публики. Подобный вид исполнения привел музыкантов к пониманию латиноамериканских музыкальных корней и к исследованию звуков исконных инструментов, что позволило им объединить, казалось бы, несовместимые стили. Благодаря импровизации мы находили свой собственный язык, вспоминал пианист Клаудио Пара. Мы не были объявлены рок-группой, но посредством импровизации мы нашли то, что казалось нам естественным – музыку из Латинской Америки. В 1971 году группа выпускает свой первый альбом «Эль Валентин», в переводе «Воздушный змей». Альбом выпускался усилиями самой группы в количестве 500 экземпляров. Впоследствии этот альбом неоднократно переиздавался на CD, виниле и кассетах. Впоследствии Los Jaivas всегда боролись за возможность самостоятельно продюсировать свои альбомы и взять под контроль свою творческую судьбу, избегая финансового давления звукозаписывающих компаний. Альбом содержал импровизации в духе авангарда, с включением первых композиционных набросков. В записи дебютного альбома участвовали Клаудио Пара, Габриэль Пара, Гата Аль-Квинта, Эдуарда Пара и Марио Мутис, который в конце 70-х покинул группу, в 80-х вернулся и в 90-х снова ушел из группы. Музыкантами использовались многие инструменты, включая этнические, к примеру, тутруку, чаранхо, тарку, тумбадоры, бонго и маракасы. В 1972 году группа выпустила свой второй одноименный альбом Los Jaivas, который потом переиздавался под двумя другими названиями «La Ventana» в переводе «окно» и «Todos Juntos» в переводе это означает «все вместе».
Этот вариант выпуска был назван в честь самой известной песни на альбоме. В воодушевляющей психоделической фолк-песне «Todas Juntas» все вместе поется: «Если этот мир един для всех, мы все будем жить вместе». Заглавный трек альбома был призывом к единству среди людей, а песня «Мира Нинита» стала одной из самых основных песен на концертных выступлениях группы. Альбом «Todas Juntas» имел значительный успех в чартах. В следующем году группа переехала в Аргентину после того, как в Чили воцарилась военная диктатура. Но вы помните Пиночета. В период своей эмиграции группа выпустила в Аргентине в 1975 году одноименный снова альбом «Los Jaivas», а в 1977 году альбом «Canción del Sur», что в переводе означает «Песня Юга». Альбомы имели в Аргентине хорошую популярность. В 1977 году группа отправилась во Францию, где прожила долгое время и записала в 1981 году самый известный их альбом «Alturas de Machu Picchu». Группа сняла дом на окраине Парижа. В салоне дома была репетиционная комната «Слэш-студия», вспоминал Клаудио. Это было очень продуктивное и творческое время. Мы играли все время, иногда только один, иногда двое, иногда все вместе. Там всегда звучала музыка. Наши дети там росли и тоже играли. Отсюда Los Jaivas наладили музыкальные связи с традиционными прогрессивными фолк-группами Франции, особенно с кельтскими музыкантами из Бреттани, с исполнителями из Испании и с голландской психоделической сценой. «Амстердам для нас всегда был раем», — вспоминал Клаудио. Группа путешествовала по Европе как чилийские хиппи, живущие общинной жизнью. Постепенно они включили в свою смесь фолк-рока более прогрессивные элементы. В конце концов, Los Jaivas разработали свой уникальный звук, который трудно сравнивать с любой известной прог-рок-группой. Los Jaivas включали в свое исполнение южноамериканские инструменты и флейту вместе с электрогитарами и синтезаторами. Группа с электронными инструментами использовала также такие инструменты, как классическая гитара, чаранга, мандолина Куско, блокфлейта, тарка, пепа, конга, гонг, колокольчики, бас, куатра, кена, трутрука, максенья, флейта рунрунера, зампона, труба, окарина, челеста, свирель, маракасы, гуира, пинкуя, барабаны, сампонья, кена, басовый барабан легуэра, калимба, хроматические литавры, симфонический большой барабан, чамульента, трумента, тумбадора, треугольник, ксилофон. Далее группа выпустила следующие свои альбомы «Аконкагуа» в 1982 году и «Образ де Виолетта Пара» в 1984 году. Последний альбом был основан на произведениях чилийской коммунистической фолк-певицы Виолетты Пары. В том же 1984 году группа выпустила свой сборный альбом и в СССР. Альбом выходил под названием «Ансамбль Los Jaivas». В 1988 году трагически погиб в автокатастрофе в Перу барабанщик группы Габриэль. Его дочь Хуанита заняла его место за барабанами, и ее приход оживил группу. В январе 1997 года, находясь в Чили, группа объявила о возвращении в группу Марио Мутиса. Группа начала работать в составе Гата Альквинта, Эдуардо Пара, Клаудио Пара, Марио Мутис, Фернандо Флорес и Хуанита Пара. У вокалиста Гата Альквинты потрясающий голос. Его вокальные партии звучат на испанском языке с большой долей романтизма. В группе два клавишника, но что удивительно, они не являются доминирующим аспектом их музыки, а вместо этого обеспечивают симфоничность музыки. 15 января 2003 года Эдуардо Гата Альквинта, неповторимый голос группы Los Jaivas и одна из самых знаковых фигур в истории чилийской музыки, умер от сердечного приступа на пляже Ла Эрадура в Кокимбо. В Чили почти вся страна пришла попрощаться с ним. Это было одно из самых многолюдных прощаний в истории Чили. Несколько сотен тысяч человек отдали последние почести этому артисту. Эдуардо Гата в то время был полон проектов. Приближалось празднование 40-летия группы, и давняя мечта посвятить следующий альбом группы народу Мапуче уже начала материализоваться. Вскоре после смерти Гата к группе присоединились Анкату на гитаре, Элой на саксофоне и Аврора на вокале. Но Аврора вскоре покинула группу,
а Элой умер от сердечного приступа в следующем 2004 году. Хотя группа не выпускала новых студийных работ в течение немногих лет, они продолжали регулярно гастролировать, закрепив за собой статус одной из самых почитаемых фолк-рока групп Чили. К 60-летию группы Los Jaivas был снят документальный фильм под названием Los Jaivas Todos Juntos, в котором показывается связь музыки группы с историей Чили. В этом фильме рассказывается вся 60-летняя история группы, рассказанная самими участниками группы с момента своего основания в 1963 году, когда группа называлась Хайбас, и до наших дней, когда в группе играют уже сыновья и дочери основателей группы. Этот документальный фильм заново открывает зрителям историю группы, которая сумела сохранить свою актуальность на протяжении 60-летий, став мостом между поколениями и культурами. Также фильм содержит размышления о важности свободного и демократического распространения чилийского культурного наследия. Как я вам и говорил ранее, свой самый знаменитый альбом «Высоты Мачу-Пикчу» чилийская группа Los Jaivas выпустила в 1981 году, на самом пике своего творчества. Это концептуальный альбом, в котором положено на музыку одноименное стихотворение чилийского поэта, лауреата Нобелевской премии Пабло Неруды, которое появилось в его книге «Canto General» 1950 года. Один из разделов его книги, озаглавленный «Альтурас де Мачу-Пикчу», имеет большой резонанс и по сей день, поскольку он не только затрагивает важные темы, отдавая дань уважения наследию коренных культур, которые все еще часто находятся в угнетении, но и обращается к борьбе, которую вели рабы при строительстве сооружений инков. Это актуально в наши дни, поскольку служит напоминанием нам всем о ценности работы, которую выполняет рабочий класс. Пабло Неруда похвально попытался переписать историю с точки зрения угнетенных, а не угнетателей. После выпуска своего предыдущего альбома Los Jaivas переехали во Францию и прибыли в Париж 23 марта того же года. Они на окраине Парижа арендовали особняк, в котором они прожили немало лет, и продолжали свою творческую работу. Во время своего пребывания во Франции они проводили концерты, чтобы иметь средства на проживание. Еще в Буэнос-Айресе они познакомились с перуанским продюсером Даниэлем Камино Диэсом Кансека, который также приехал в Париж. В декабре 1980 года именно Даниэль предложил группе записать концептуальный альбом «Альтурас де Мачу-Пикчу». Он также предложил записать видеоролик в Перу на территории Мачу-Пикчу. Los Jaivas сначала отказались от этого проекта, но Камино сказал им: «Я еду в Перу, но собираюсь пробыть в Мадриде около месяца. Если вы передумаете, вот номер телефона, по которому вы можете со мной связаться». Аргентинский музыкант Альберто Толедо смешал эффекты духовых инструментов со звуками птиц, записанных в саду особняка, где жила группа во Франции. Запись сделали с помощью французского звукорежиссера Доминика. Эта запись послужила основой для начала создания альбома «Альтурас де Мачу-Пикчу». Несколько дней спустя группа позвонила Даниэлю Камино и сообщила, что они уже начали работать над созданием нового альбома. Первоначально группа планировала привлечь к записи альбома перуанских певиц Чабуку Гранда и Иму Сумак, но после отказались от этой идеи и записали этот альбом без их участия. Для альбома были выбраны фрагменты поэмы Пабло Неруды, которые должны были быть положены на музыку. Вокалист группы Эдуардо Гата Альквинта рассказывал, что они всегда привыкли сначала создавать мелодии, а затем добавлять тексты. Однако в этом случае мелодии должны были быть аранжированы уже для написанного текста. Поскольку Los Jaivas никогда не посещали Мачу-Пикчу, они использовали образ этого места, чтобы вдохновиться написанием песен для их нового альбома. Альбом был записан в Париже в течение 3 месяцев. Во время записи Эдуардо Гата Альквинта полностью потерял голос, но с помощью знакомого специалиста и под воздействием внутривенной инъекции Альквинта сумел восстановить свой голос и исполнить партии вокала. Большинство песен были записаны в студии Пате Маркони при участии техника Даниэла Михле. Кстати, в этой студии записывали свои песни многие известные исполнители, такие как Элтон Джон, Дэвид Гилмор, Роллинг Стоунс, Битлз в 1964 году и многие другие. К июлю 1981 года альбом уже был готов.
Оригинал альбома выходил с двумя разными обложками. К примеру, во Франции и Испании выпуск имел одно оформление. Это танцор в боливийской маске с шаром в руке. Выпуск альбома в Перу, Чили, Аргентине и Уругвае имел иной дизайн. На обложке был изображен священный камень Интихуатана, нарисованный Рене Оливаресом. Перед выпуском альбома группа провела успешные гастроли в разных городах. Настал день, когда Даниэль Камино позвонил группе и сообщил, что президент Перу Фернандо Белаунде разрешил группе провести телевизионные съемки фильма «Мачу-Пикчу». «Мы думали, что он сумасшедший», признался лидер Лос Хайвас, когда группе предложили провести аудиовизуальное шоу на исторических руинах в Перу. Автор книги «Лос Хайвас. 50 лет истории» Памела Урбина Альвиаль писала, что группа Rolling Stones также просила разрешить ей выступить на этой площадке, но им было отказано, в отличие от чилийской группы Лос Хайвас. Для доставки Мачу-Пикчу инструментов концертной техники были привлечены более 30 человек, а рояль Клаудио Парра был доставлен вертолетом. Всего для записи этого альбома было использовано 23 инструмента – электрические, классические, духовые, струнные и традиционные. Несмотря на то, что съемки проходили в районах, отрезанных от туристов, доставка оборудования была делом непростым. Главной проблемой было то, как мы доставляли рояль, вспоминал Клаудио. В то время ворота Мачу-Пикчу были с оригинальными дверьми, и рояль в них не проходил. Нам пришлось нанять вертолет, и вертолет доставил рояль на вершину горы. Оказавшись на месте, группа полностью погрузилась в дух этого места. Мы оставляли инструменты на ночь там, где записывались, рассказывал Клаудио. И я обычно ходил к роялю, чтобы поиграть ночью. У меня был этот удивительный опыт игры на белом рояле ночью в Мачу-Пикчу. Мачу-Пикчу символизирует общую народную культуру Латинской Америки. Фильм был снят в сентябре 1981 года в Мачу-Пикчу в местах, свободных от туристов. Съемки проходили с 9 утра до 6 вечера. Снятый видеоматериал был представлен на чилийском телевидении каналом Папского католического университета 8 октября 1981 года. Также ролик транслировался и по перуанскому телевидению и радио. Фильм производит впечатление. Шум ветра над горами, окутанными облаками, пение птиц и анские свирели. Группа, одетых в белые мужчины, играет на инструментах. Флейтах кена, свирелях сампонах, окаринах, рояле, среди руин города инков. Группа поет о смерти, борьбе и возрождении. Затем следуют рок-барабаны, гитарные соло и инопланетные звуки мини-муга. Сам альбом «Alturas de Machu Picchu» был выпущен в октябре 1981 года. В ноябре они провели презентацию «Полную огней» в Лиме, Перу. В 2021 году на стадионе Сан-Карлос де Апокинда отмечали 40-летие выхода альбома. Ретроспективные обзоры альбома в целом были положительными. Progressive Subway писали: им удалось создать уникальный вневременной звук, который можно было бы описать как андис-прог. В их теплом и счастливом звучании электрогитары идут рука об руку с множеством традиционных инструментов. Alturas de Machu Picchu – это блестящая смесь фолка, анд и прогрессивного рока. Именно этот альбом их самый близкий подход к прогрессивному року. По сути, Лос Хайвас взяли традиционную перуанскую и чилийскую фолк-музыку и смешали ее с более тяжелым стилем прогрессивного рока. Конечный результат – то, чего вы раньше никогда не слышали, но что вы определенно быстро полюбите. Группа достигла уникального и прекрасного симфонического звучания, сохраняя свои народные корни с красивыми и мощными голосами на испанском языке и великолепным инструментальным исполнением. Мощные тексты демонстрируются на протяжении всего альбома. Тексты песен – это волнующие слова гордости, любви и отчаяния, просочившиеся из камня потерянных цивилизаций и древних ландшафтов. Слова, призывающие забытые народы восстать из пепла, обрести голос музыки и взять свою собственную судьбу в свои руки. К примеру, в песне «Восстань, чтобы родиться со мной, брат» поется: «Носитель анских слез, драгоценность раздавленных пальцев, заточите ножи, которые вы заперли, положите их мне на грудь и в мои руки. Я пришел, чтобы говорить через ваши мертвые уста». Альбом «Alturas de Machu Picchu» приобрел легендарное положение в чилийской музыке.
Большинство его треков стали главными хитами, а пластинка стала считаться национальным достоянием и определяющей работой в родословной фолк-рока страны. Возможно, музыкальные идеи этого альбома были основаны на идеальном сочетании анского фолка и симфонического прога, в основном под влиянием Pink Floyd и винтажного Genesis. Песни прекрасно воспринимаются даже теми, кто не знает испанского языка и не знаком с южноамериканским фольклором. Но я все же думаю, что наибольшее впечатление от песен этого альбома получит тот, кто хорошо знает испанский язык. Короткий вступительный андийский фолк-инструментальный трек «Del Aire al Aire», что означает «из воздуха в воздух», открывающий альбом, начинается с пения французских птиц на рассвете в Париже, записанных Альберто Ледо в саду особняка, где жила группа. Этот трек помогает обеспечить величественную атмосферу последующего содержания альбома. Здесь мы слышим последовательность анских деревянных духовых и ударных инструментов в отличном стереоразделении по каналам. 11-минутный второй трек «Ля Подроса Муэрте» «Могучая смерть» – это мелодичная, гармоничная, очень красивая и трогательная композиция, которая начинается с типичного звука флейты и меланхоличных нот фортепиано. Развитие великолепно с движущимися барабанами и искающей игрой на фортепиано, сопровождаемой впоследствии насыщенным звучанием синтезатора и огненной электрогитары. Драматическая атмосфера подчеркивается трогательными вокальными гармониями. Настроение продолжает меняться с применением большого количества этнических инструментов. Очень эмоциональная вещь, полная мастерских импровизаций и динамичной драмы. Сквозь нарастающий шквал психоделического рока и эффектов мини-муга вокалист Эдуардо Альквинта поет тексты, составленные из различных размышлений поэмы о смерти и гибели инков. Думаю, поклонникам прогрессивного рока этот трек весьма понравится. Это длинная фантастическая песня. Возможно, одна из самых красивых в истории южноамериканского прогрессива. Вторая половина трека тяжеловесна, вызывающая воображение зловещие хоралы и траурный темп древних церемониальных процессий. И все это завершается звуком синтетического грома. Трек, закрывающий первую струну альбома «Amor Americano» «Американская любовь» – это ликующее празднование традиционных анских ладов и ритмов, представленное со всей изобретательностью авангардного прога. Песня приглашает слушателя оценить прошлое и настоящее американской культуры. «Мертвое королевство все еще живет», – поет Альквинта. «Amor Americano» больше полагается на вокал, хотя резкая гитара также важна, особенно во время великолепных сольных пассажей. Трек особенно интересен из-за его слияния различных стилей. Он начинается с флейты пана, убаюкивая слушателя, как и можно было бы ожидать от обычного фолк-трека, прежде чем эмоции вырываются наружу в истинно проговой манере, когда интенсивная фортепиано занимает центральное место, прежде чем в игру вступает полная ритм-секция. В песне Клаудио и Эдуардо вступают в резкую фортепианную дуэль. Надо отметить, что игра на акустическом пианино действительно выделяется. Клавишник склонен смешивать пентатонические мелодии с местными ритмами. Его стиль уникален в мире рока. На альбоме также выдающиеся дуэты гитары Альквинты и синтезаторов Эдуарда или Клаудио Пары. Надо отметить, что первая сторона альбома явно превосходит по материалу другую сторону альбома, но это не означает, что вторая сторона альбома плохая. Первый трек на второй стороне альбома – это завораживающая симфоническая баллада Агиля Сидераль «Звездный орел». Песня завораживает орлиным полетом над первобытным ландшафтом, от земли андийского змея до заснеженных зубов гор. Трек Агиля Сидераль накладывает фортепиано, гитару, а затем флейты пана на ненавязчивый ритм в поистине незабываемой манере. На этом треке Марио Мутис играл на басу, а Альквинта играл на гитаре. Затем строгие флейты вводят нас в следующий инструментальный трек второй стороны альбома, которая радует нас прекрасными гармониями. Он содержит анские духовые, такие как свирель и кена, сложные линии фортепиано Клаудио Пары. Это скорбная пьеса «Антигуа Америка», в переводе «Древняя Америка», размышляющая о падении империи инков, набирающая темп и мощь, когда Клаудио и Эдуардо вступают в резкую дуэль клавишных. В треке «Антигуа Америка» мы слышим весьма сильное использование клавинета в некоторых пассажах. В треке игра на пианино просто впечатляет, и весьма креативная игра Габриэля на барабанах. «Антигуа Америка» — это своего рода симфонический прог на основе клавишных, с легким привкусом латинской фолк-музыки. Далее следует трек, уже написанный в венесуэльском ритме «Субе анафе конмиго эрмана»,
«Восстань, чтобы родиться со мной, брат». Включение этого номера не нарушает музыкальную сплоченность альбома. Трек излагает оптимистический взгляд на судьбу всех латиноамериканских народов. Песня была записана во время тура по Германии с итальянским звукорежиссером, который отвечал за запись вокала. Основной риф песни был создан с помощью мини-муга, который использовал Клаудио Парра. Аль Квинта использовал акустическую гитару Gibson Les Paul Standard, бас-гитару Рикенбакер, венесуэльское куатро и свирель. Альбом завершается хоровой фортепианной кодой Final, создающей яркую кульминацию надежды, выносливости и возрождения, которая нашла отклик у чилийского народа. Хотя трек Final содержит и долю меланхолии, шепчущий вокал Аль Квинты и плавный арпеджио фортепиано напоминают нам о том, что река жизни человека обречена в конце концов впасть в необъятное море смерти. Очень сентиментальное музыкальное произведение. Каждая отдельная песня альбома не только сильна сама по себе, но и служит общей концепции альбома, излагая историю о переосмыслении человеческого предназначения в жизни, как на индивидуальном, так и на общественном уровне. Надо отметить хорошее звучание моей ремастеринговой копии и весьма аккуратное производство, без каких-либо производственных дефектов или недостатков. Журнал Rolling Stone в 2008 году назвал этот альбом вторым лучшим чилийским альбомом всех времен. Альбом находится на 23-й позиции в списке 600 лучших альбомов Латинской Америки. Ну а на этом на сегодня все. Приятного вам прослушивания музыки, новых открытий интересных исполнителей и замечательных музыкальных произведений. И мира нам всем. До свидания.